Так, натяжитель цепи VQ35DE с Infinity. Уже разобрал, снял шток с зубчиками. Это QR20DE без зубчиков. Так, с ним шла большая пружина, с этим шла маленькая пружина. И вот это тоже все сюда же. Вот этот язычок ходит, по идее, легко, но держится плотно в нем. Вот друг в друга входят они. Вот в этих. То есть вот в этом месте она, ну, как легко ходит вот в этом отверстии. Оно, по-моему, идет на 3,3. Шток на 3,2. Так, теперь вот этот убираем. Здесь размер был... Так, надо было сразу померить. Сейчас. Так, 14. Ну, 350 где-то. 14, 350. Теперь у вот этого штока диаметр был больше. Я сейчас не помню, но записывал. Потом ниже напишу. Также сточил его. Просто взял болт болгаркой на дрель. Болгаркой снял, чтобы сюда одевался плотно. И потом также на дрелью его полировал, чтобы он заходил именно под этот размер. Вот сюда. Ну, точнее, обратной стороной. Вот так вот. Так, теперь этот убрали. Все, он не нужен. Этот убрали. Вот с этим штоком идет маленькая пружинка от этого. Вместе с этой пружинкой, ну, тоненькой, вот эту тоже убираем, толстую, она не пойдет. Потому что при сжатии большой размер штока получается при сжатии. Он примерно так вылазит. Вот с этой пружинкой он заходит вот так. То есть ничего подрезать не надо. Вот здесь, как там где-то тоже было описано, сколько там миллиметров отрезать. Просто с этой пружинкой вставили. Вот у нее заходит. Так, получается, вот здесь было вот так. Вот это все наварили. 4,5 миллиметра просверлили от этого расстояния, от центра до плоскости. Так, сейчас вот это возьму. До вот этой плоскости. То есть от центра до нее 4,5 миллиметра. Ну и также отсюда, от края, за подлицо сделал. Тоже сюда 4,5. Размер просверлил 3,3. Так, теперь вот здесь тоже подгоняли ровно по центру, по отношению так по оси 6 миллиметров. 6 с копейками, чтобы был просто зазор для вот этого вот язычка. Он идет 6. Вот так вот он должен болтаться, чтобы не заклинило. Также и в родном. Он просто болтался. Ну, чтобы ход был. Вот этот диаметр отверстия под пружинку 3,5. Замерял, чтобы такое же было расстояние. Здесь и здесь. Чтобы упор пружинки был вот сюда. А видно, вот на ней, вот здесь раньше была пружинка, упор. Все, глубина
была 11 миллиметров. 11, ну 11,5. Так, теперь, чтобы просверлить, она идет чуть-чуть наискось. То есть не ровно, параллельно штоку, а идет наклоном. Буквально, ну, брал сверло, втыкал и примерно здесь также сверлил. То есть, если здесь сверлить, мы попадаем на вот это вот отверстие. Теперь, чтобы пружинка не выпадывала, потому что отверстие здесь будет не глубокое по сравнению вот с этим. Что сделал? С консервной банки вырезал вот под это отверстие. С той стороны, сейчас уберу, пружинку сделал вот таким вот образом. То есть, чтобы вот так вот было. Просверлил. Вот так, получается, просверлил. Чтобы пружинка шла, вот эта разогнутая часть проходила вот здесь по краю и сюда загиналась. То есть, вон там ее видно. Вот, вот так. И чуть-чуть вниз просверлил. Вот все, вот так. То есть, чтобы она не выпадывала. Одел. Видно, вот она оделась. Так, сейчас поправим. Вот она зашла. Всё. То есть болт заходит и зажимает. Все как надо. Пружинка не выпадывает. Так, потом, ну, соответственно, ставим. Здесь пока еще не сделал отверстие. Вот здесь надо будет просверлить. Ну, чтобы просто для стопора. Либо руками там подержу, зажму, не знаю, ну, потом просверлю. Не глубоко, лишь бы было просто для стопора. Так, теперь по клапану. Там внутри снял клапан. Вот он. Вот эта штука снимается обычным крючком в отверстие, поддел и снял. Ставится все просто. На шланг, туда пружинку, шарик. Шарик сюда поставил. Ну, вместе с этим шарик, пружинка. И просто одеваю. И все ровно. Вертикально, чтобы было все. Так. С этой стороны сеточку снял, убрал. Отдельно лежит. Теперь вот это отличается часть вот от этой. Они здесь вот чуть шире, вот этой чуть шире там. То есть сюда она не будет заходить. Будет легко ходить. Так, то есть это туда же остается. Шарик и пружинка беру не эту, а уже с этого. То есть здесь клапан хорошо ходит, работает, а здесь пропускает. Причем видно по пружинке, что она какая-то неровная.
по вот этой. Вот эту ставлю пружинку, вот этот шарик. Вот этот шарик какой-то темный, непонятно с какими-то рисками там. Все, его не будет. Так, все сразу убираем. Вместе с этой. Пружинку убираем. Все. Вот это убираем. Теперь вот этот шток тоже можно убрать. Толстую пружинку убираем. Все, вот это все к нему идет. То есть вот по глубине оно вроде все уже сказал. Потом останется запрессовать сейчас, воткнуть вместе с пружинкой. Вот эти вот поставлю, пружинки. И все. И будет ходить, стопорить. Сейчас попробуем одеть клапан. Все, просто оделся. Все, туда дуется, обратно нет. Так, теперь. То, что ты шепотом говоришь, это все слышно. Так, на всякий случай. Так, ставится упор пружинки вот здесь. Вот так вот ставится сюда. Но надо запрессовывать. Я так сейчас не сделаю руками. Потому что она прям вплотную ставится. Так. Вот здесь видно, что вот раковины. Вот здесь вообще они сточили, когда варили. Здесь тоже. Но камера, вот эта вот часть видно, вот здесь. То есть вот это за пределами, оно не влияет. То есть там, куда будет закручиваться. Пусть хоть даже тут в дырках, ничего страшного. Так. Ставим. Диаметр 3,3 просверлено. 3,2 залазит сюда. 3,3 это вот его же. Оно идет, будет прямо в натяг. Это будет сюда запрессовываться. Вот это сюда. Теперь, чтобы сейчас пока что собрать, потому что здесь не срезали. Вот эта часть будет мешать успокоителю. То есть он, скорее всего, может... Ну, вот здесь под наклоном так идет, потом сюда. Это будет мешать. Надо будет срезать. Потом цепь поставлю и посмотрю, насколько срезать. Хотя можно вот по вот эту часть уже срезать. Здесь и здесь одинаково. Ну, пусть даже чуть больше будет. Так. Сейчас попробую. О, сразу же воткнул. Так, до конца выходит. Чувствуется, что выходит. Назад не заходит. Теперь, чтобы обратно шток воткнуть, надо нажать. Все, вот он. Все, мы сделали. Все, вот такая вот конструкция.
Потом просверлю. О, это лишнее срежу болгаркой. Просверлю вот здесь вот под вот эту часть, чтобы фиксировалось. Буквально чуть-чуть там для иголочки. Запрессую. И все. Будет работать. Шлифуется обычными наждачками. Потом поменьше, поменьше. И все. Так. Поставил фильтр. Продул, промыл. Защелкивается. То есть он не просто он как будто пластмассовый, так раз защелкивается. Вот эту штучку поставил. Это, ну, это было, когда новые приходят, натяжники. Он там был в комплекте. Все, эту потом часть запрессую. Все, вот такой вот он. Резинку, кстати, убрал. Вот эту уплотнительную внутри, которая была. Вот примерно вот в этом месте внутри. Уплотняющая вот этот штук. Она ни для чего уже. Ну и при сварке она уже пластмассовая была. Она так все плотно, все ходит, все.